Друзья, приветствую всех на своем канале, и в этом видео я покажу, как обрезать лишнее за монтажной областью. Я сделал 4 монтажные области, разместил на них простенькую иллюстрацию и покажу на 4 примерах, как обрезать лишнее, то есть то, что у нас выходит за монтажную область. Если тебе интересно, как работать с монтажной областью, менять размеры, перемещать, копировать ее, ссылочка будет в описании. А мы начинаем, и начнем мы с самого простого. В иллюстраторе есть функция, которая скрывает все то, что находится за монтажной областью. Давай даже, к примеру, нарисую какой-нибудь такой прямоугольник. Итак, снимаем выделение, заходим в просмотр, и вот здесь есть обрезка. Нажимаем «Все». Все то, что было за монтажной областью, любые объекты, они у нас скрываются. Не обрезаются, а просто скрываются для того, чтобы нам было удобно работать. Все, теперь возвращаем обратно, просмотр, снимаем галочку, все появилось обратно. И приступаем к первому способу, а именно мы возьмем инструмент ластик и с помощью него попробуем обрезать то, что находится за монтажной областью. Находим инструмент ластик. И теперь мы наводим курсор на край монтажной области, зажимаем кнопку Alt, зажимаем левую кнопку мыши и рисуем вот такой прямоугольник. Все, обрезка произошла. Дальше. Следующую сторону. И эту. Все, мы обрезали лишнее. И смотрим теперь, из чего состоит наша иллюстрация. Конечно, я могу немножко здесь неровно это сделать, потому что я показываю это для примера. И теперь смотрим, из чего состоит наша иллюстрация, раскрываем слои. И видим то, что она у нас осталась целиковой. То есть те объекты, которые у нас были под другими объектами, они не разрезались, а остались целыми, что очень удобно. Берем следующую монтажную область и убираем заливку и убираем обводку. Берем инструмент прямоугольник и рисуем по монтажной области прямоугольник. Смотрим, он у нас выделен. Больше ничего выделять не нужно. Теперь заходим в объект, контур, и вот здесь нажимаем «Разделить нижние объекты». Видишь, разделение произошло, то есть градиент уже разрезался и отдельно лежит на каждом объекте. Теперь разбираем Ctrl-Shift-G. У меня здесь есть еще одна группа, еще раз. Ctrl-Shift-G. И удаляем лишние части. Ну, здесь маленькая. Все, смотрим, из чего состоит. Если мы видели, что здесь солнце у нас было целое, и все объекты были целые, также посмотрим здесь. Также солнце у нас находится под другими объектами, и оно тоже у нас целое. Я это показываю, потому что, когда мы сделаем последний способ, посмотрим разницу первых трех и последнего. Итак, третья монтажная область. Будем использовать маску, наверное, многие знают, как она работает, поэтому просто возьмем прямоугольник, рисуем по монтажной области. Здесь можно делать заливку или можно ее убирать, неважно. Самое главное, чтобы был выделен прямоугольник и объект, который находится под ним. Теперь нажимаем правой кнопкой мыши. Вот здесь есть «Создать обтравочную маску» или заходим в объект. И вот здесь есть обтравочная маска «Создать» или Ctrl-7. Нажимаем, готово. Смотрим, из чего она состоит. Вот этот слой. Вот у нас есть обтравочная маска. Если мы ее скроем, все будем опять видеть. Обрезки не происходит, просто эти части объектов становятся невидимыми. И видим, из чего состоит наша иллюстрация. Давай посмотрим на примере солнца. Нажимаем. Оно также у нас целое, что очень удобно, с ним будет потом работать. Скрываем. Снимаем выделение. И четвертый способ, тоже берем прямоугольник. Рисуем по монтажной области. Выделяем все. Заходим в обработку контуров. У меня эти инструменты здесь стоят. Если у тебя их нету, окно, обработка контуров, Shift, Ctrl, F9. Нажимаем, открываем и вот здесь вот нажимаем кнопочку обрезка. Все, обрезка произошла. За монтажной областью у нас уже ничего нету. Но смотрим, из чего состоит наша иллюстрация. А состоит она из большого количества объектов, что не очень удобно потом с ней работать. Разгруппировываем Ctrl-Shift-G и давай посмотрим, из чего состоит наше солнце. Раз часть, два, три, четыре. То есть те объекты, которые были на пересечении с этим объектом, они все порезались, разрезались, и теперь они не цельные, а просто вот такие вот куски, которые уже ни к чему не применишь. С ними уже просто будет сложнее работать, а тем более, если кто-то захочет воспользоваться каким-то отдельным элементом твоей иллюстрации. Но способ тоже имеет место быть. Ну вот и все, теперь ты узнал 4 способа, как обрезать лишнее за монтажной областью. Подписывайся на канал, пиши комментарии, ставь лайки и до новых встреч. Пока.